Привет, ребята! Это Наташа, и сегодня мы поговорим о глаголах прийти или приехать и зайти или заехать. То есть мы поговорим о разнице между приставками при и за. У глаголов прийти и приехать есть одно значение – достигнуть цели. Это значит, что если вам надо куда-то, в какое-то место, и вы идете, и вот вы уже там, значит, вы пришли. Или если вы едете, вы едете куда-то, и вот вы уже там, значит, вы приехали. Например, мне нужно библиотеку. И вот я уже в библиотеке. Значит, я приехала в библиотеку. Глаголы «зайти» и «заехать» имеют больше значений. Первое значение. По дороге к основной цели зайти или заехать куда-то или кому-то на короткое время. Например, мне нужно в университет, но по дороге там есть еще библиотека, вот туда мне тоже еще нужно. И я говорю, по дороге в университет я зайду в библиотеку. Или вот другой пример. Вам нужно в школу, вы поедете в школу, но вы также хотите подвезти своего друга Андрея. Андрей тоже поедет в школу. И вы говорите, по дороге в школу я заеду за Андреем. Это значит, что вот вы едете на машине, вы едете в школу, но вот по дороге живет здесь Андрей, и вы подъезжаете к дому Андрея. И здесь два варианта. Может быть, Андрей уже вас ждет на улице, просто когда вы подъезжаете, сразу же садится в машину, или, может быть, вы выходите из машины, подходите, стучитесь, Андрей открывает, говорите, привет, привет, давай, Андрей, садись, поехали в школу. Так вот, по дороге в школу я заеду за Андреем, то есть я там не останусь надолго, я только заеду, коротко, очень быстро, заеду, он сядет, и мы поедем дальше. Второе значение. Не по пути, а просто зайти или заехать к кому-то или куда-то на короткое время, на чуть-чуть, на немножко. Например, сегодня вечером я зайду к тебе в гости. Зайду, значит, на немножко. Значит, я зайду, выпью чашку кофе, мы поболтаем, и я уйду. Только на чуть-чуть, на немножко. Другое дело, если бы я сказала, что я приду к тебе в гости. Это бы значило, что я приду надолго. То есть я бы пришла, мы бы там долго разговаривали, пили кофе, и не только кофе, может еще что-нибудь. То есть долго, там, часа 2-3 я бы там была в гостях. Другой пример. Вы пригласили девушку в ресторан. И вот вы сейчас звоните и говорите, я заеду за тобой в 8 часов вечера. Это значит, что девушка ведь не обязательно живет по дороге в ресторан. Она может жить где-то вообще в другом месте. Но вы заедете за ней, значит, вы подъедете к ее дому, подойдете к двери, постучитесь, она откроет, скажете «Привет, ты готова? Поехали». И вы поедете вместе в ресторан. Я заеду за тобой в 8 часов вечера. Зайти и заехать имеют еще больше значений. Например, зайти за какой-то предмет, зайти за угол магазина. Магазин, здесь вот угол магазина, зайти за угол магазина. Или зайти, заехать вглубь, за пределы чего-то. Вот, например, когда вы приходите в гости, и вы стоите около двери, когда человек открывает дверь, он говорит «заходите», «заходите», то есть «заходите внутрь». И потом, когда вы уже заходите, вы находитесь в коридоре, он говорит «проходите», то есть «проходите через коридор». И вот когда вы стоите около комнаты, опять вам говорит «заходите», «садитесь», то есть «заходите в комнату внутрь», «заходите». Но сегодня мы обсудим глаголы «зайти», «заехать» на короткое время. Мы не будем говорить о заехать за что-то или там куда-то вглубь. Нет. Мы говорим зайти, заехать на короткое время, а прийти, приехать
на более долгое время. То есть мы сравниваем за и при. Нам также нужно знать предлоги, которые употребляются вместе с этими глаголами. Первый предлог «в». Мы говорим «в», когда мы говорим о каких-то закрытых помещениях. Например, зайти или прийти в дом, в квартиру, в комнату, в школу, в университет, в здание. Также мы говорим в лес, в город, в страну. Да, я приехал в Россию, я приехал в Москву. Второй предлог «на». «На» мы говорим, когда мы имеем в виду открытое место. Например, на автобусную остановку, на площадь. Также нужно запомнить, что мы говорим на кухню, на почту, на завод. Мы также говорим предлог «на», когда нам важно не само место, а занятие, действие, мероприятие. Например, прийти на урок, на занятие, на лекцию, на собрание, на концерт, на выставку, на балет. После предлогов «в» и «на» существительное в винительном падеже. Следующий предлог «к». После «к» существительное в дательном падеже. Прийти к кому-то или зайти к кому-то, то есть к человеку. Прийти к маме, прийти к брату, прийти к другу, прийти к друзьям, да, прийти к друзьям в гости. Ну и последний предлог «за». Существительное после предлога «за» в творительном падеже. И у нас уже были примеры с предлогом «за». Например, заехать за другом, за Андреем, за Колей, за Машей, за Сашей. Заехать за мамой. Также можно зайти, например, зайти в библиотеку за книгой или зайти в магазин за хлебом. То есть зайти, купить хлеб и уйти. Зайти для того, чтобы купить хлеб. Зайти за хлебом. Итак, сейчас примеры. Я на работе. И я буду здесь долго. Я пришла на работу или я зашла на работу? Как вы думаете? Я пришла на работу, потому что я здесь буду долго. Я пришла на работу. Другой пример. Я стою на автобусной остановке и жду автобус. И мне еще нужно долго ждать, минут 20. И вот здесь рядом находится магазин. И я думаю, а может быть, я там что-нибудь интересное найду и куплю. Я приду в магазин или я зайду в магазин? Я зайду в магазин, потому что мне мало времени, я жду автобус. Но, я думаю, зайду-ка я в магазин, посмотрю, может, что-нибудь увижу. И быстренько куплю, вернусь обратно на автобусную остановку и дождусь своего автобуса и потом поеду. Когда будешь в Москве, заходи к нам в гости. Вообще-то, ребята, к русским людям не нужно заходить в гости, а нужно приходить. Почему? Потому что зайти в гости значит на короткое время, а с русскими такое не прокатит. Если вы уже зашли, то вы там надолго. Вот вам личный пример. Мои дядя и тетя часто ездили в Беларусь, и потом по дороге обратно домой они заезжали к родне, и они также заезжали к нам. И вот они заезжали и говорили, ну вот мы только на чуть-чуть, на немножко заехали посмотреть, как вы живете, как у вас тут все, как дела. Вот мы сейчас немножко вот поговорим и поедем дальше, домой. Но нет, так не бывает, потому что моя мама начинала все нести, все на стол. Накрывался большой стол, и она несет кофе, печеньки, конфеты. Потом каждому из нас, я имею в виду своим детям, она говорила, что нам нужно принести. Допустим, мне она говорила, иди в подвал, принеси варенье, принеси компот. Моему брату говорила, иди, сходи, принеси колбасу. Моего папу она вообще отправляла в магазин еще что-нибудь купить. И вот люди приехали и говорят, ну все, мы уже поедем дальше, все, мы уже поедем. Нет, давай, выпей кофе, съешь печеньку, съешь конфетку, может, давай водки выпьем, может, давай пиво, может, хочешь пива? Нет, пива не хочешь, ну тогда вина, может, вина выпьешь? И вас просто не отпускают, и вы себя чувствуете плохо, потому что, ну вот уже вам принесли тут всего,
как же вы так просто встанете и уйдете? Нет. И вы просто чувствуете, что вы не можете уйти. И мои тетя и дядя, они всегда говорили, ну, мы не хотим ничего уже больше есть, не хотим ничего пить, потому что мы уже заезжали там, к бабушке, к дедушке, к сестре, к брату, и там нас уже напоили, накормили, мы совсем ничего не хотим. Неважно. Все, пришел, будь добр, кушай. Так что, ребята, если у вас нет времени, если вы куда-то спешите, не заходите к русскому человеку в гости, потому что вас так просто не отпустят. Будут предлагать все, там кофе, конфеты, печеньки. Если вы уже пришли, вы надолго. Так что идите в гости к русским людям только тогда, когда у вас есть время. Родители приехали на собрание. Я зашел за другом, и мы вместе пошли на концерт. Она зашла на кухню, чтобы взять конфеты. Или она зашла на кухню за конфетами. Я зашла к своей подруге за учебником. Мы заехали на почту, чтобы выслать письмо. Мы сюда приехали на велосипедах. Он зашел в класс, чтобы поздороваться с учительницей. Когда ты придешь домой? Я приду в 7 часов, по дороге я зайду в магазин. Позвони или напиши мне, когда придешь домой. Я приехал в Москву на 3 года. Начальник попросил меня зайти в его кабинет. Зайдите в мой кабинет, пожалуйста. У меня закончился сахар. Я зашел к соседу за сахаром. Я зашел в бар выпить пиво. Ну вот и все на сегодня, ребята. Спасибо, что смотрели. И до следующей пятницы. Пока!